Всем привет, с вами Виктория Ню. В этом видео, как и обещала, уделю больше времени снятию наращивания на гелевые типсы. Также посмотрим, вообще растворяются ли эти типсы в ацетоносодержащей жидкости. Наращивание будет при помощи двух материалов, при этом одно наращивание будет полностью провальным. Ну и покажу, как я закрепляю втирку и гелевые слайдеры. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Я желаю вам приятного просмотра. Ну, сначала давайте посмотрим, как продержалось предыдущее наращивание. Прошло больше месяца, как вы сами видите, уже прилично так вот отросли ноготки. При этом дракончик на месте, за все время он абсолютно мне никак не мешал, ни за что не цеплялся. С внутренней стороны тоже видно отросшую часть, отросшие вот ноготки. При этом все ноготки на месте, ничего не сломано, не сколото. И вот по правой руке видно, что абсолютно нигде нет никаких отслоек. То есть все наращивание, все материалы держатся замечательно. Средний, большой и указательный пальчик у меня, конечно, уже очень сильно клюнули. А, вот и здесь, как бы, понимаете, вот либо снимать материал вот полностью, да, со всей поверхности, это на самом деле займет больше времени. И для меня, например, лучше полностью просто-напросто убрать вот эту вот длину и снимать материал уже с той части, которая останется на ногтевой пластине. Старый материал я буду убирать полностью. В предыдущем видео я говорила, почему я так делаю, в общем, и зачем. Свободный край я удаляю при помощи книпсеров. Много времени это не занимает и, ну, то есть меньше пыли. То есть на этом этапе я еще пока что фрезер не беру в руки. И вот теперь вот с таких коротышек намного быстрее снять покрытие, нежели если бы я снимала покрытие вот со всей длины нарощенных ногтей. Следующим этапом, если у вас нет фрезера, можно взять пилочку абразивностью 100 либо 80 грит и спилить, ну, так вот, верхнюю часть покрытия, старого покрытия. Тут нет задачи прям полностью спилить старый материал. Нам достаточно, ну, так вот, убрать верхний слой. Я, конечно же, делаю это при помощи фрезера. И здесь хочу напомнить то, что предыдущее наращивание было сделано при помощи гелевых типс и слайм-геля. Слайм-гель, он немного специфически пилится. Иногда бывает такое, что вот фреза немножко как будто бы зарывается, поэтому здесь я включаю максимальные обороты своего аппарата и очень уверенно нужно двигаться рукой, то есть у руки должен быть хорошая опора и прям вот такие уверенные движения, иначе фреза может, ну, так вот скажем, углубиться туда, куда не нужно. Материал, вот как вы видите, он, знаете, он такими пластинками спиливается и, в принципе, очень хорошо чувствуется под фрезой вот этот самый слайм-гель. Вот тут вам может показаться, что при помощи фрезы я убрала полностью весь старый материал. Но на самом деле это не так. На ощупь очень хорошо чувствуется, где старый материал еще остался. Для полного снятия старого материала я беру Nail Steamer, специальный контейнер, заливаю ацетоносодержащую жидкость и закрываю Nail Steamer, включаю его, и нужно подождать там буквально 2-3 минутки, когда он ну, нагреется. Nail Steamer сам подскажет, когда можно погружать пальчики в этот аппарат, то есть там будет такой звуковой сигнал. Если у вас нет нейл-стимера, можно воспользоваться фольгой и ватным диском. То есть вы смочили ватный диск, приложили к ноготку и обмотали фольгой. И при этом, ну, то есть вот я пробовала и так, и так. В нейл-стимере, конечно, намного быстрее старое покрытие растворяется. То есть в нейл-стимере это займет 5 минут, с фольгой и с ватным диском это занимает минут 10.
Плюсом Nail стимера также является то, что у вас руки не соприкасаются, ну то есть кожа не соприкасается с ацетоном, а вот этот старый материал, он растворяется под воздействием а, пара, именно пара. При помощи безворсовой салфетки я просто удаляю остатки материала. Слайм-гель уже растворенный, он, знаете, такой вот как двухсторонний скотч на ногтях. И очень легко вы просто как будто бы отклеиваете этот скотч от своей ногтевой пластины. Тут мне стало очень интересно, и я решила посмотреть, как быстро растворяются сами гелевые типсы. То есть, да, я, конечно, там много что спилила именно фрезером, но вот мне интересно было посмотреть, а как же вот эти вот гелевые типсы. Вот просто если, скажем так, немножко подпилить топ, да, сверху, и прям полностью поместить руку, сколько займет это времени. Ну, то есть растворятся ли вообще эти гелевые типсы в ацетоносодержащей жидкости. Я взяла два вида гелевых типс. Одни вот тонкие, другие поплотнее. Помещаю их в Nail Steamer, закрываю и подожду 5 минут. Через 5 минут в жидкости типсы я не нашла, но все-таки вот там, знаете, осталось такое вот, ну вот я не знаю, как расплавленный пластик, наверное, да, но я так полагаю, что это было вот от какой-то от одной типсы, наверное, вот именно с тех, которыми я буду сегодня наращивать. Одна типса там расплавилась абсолютно без следа, но вот от одной остался вот такой вот, ну, я не знаю, вот как будто такой поплавленный пластик. В этом видео много времени маникюру уделять не буду, тут у меня абсолютно ничего нового. Единственное, конечно же, со своей стороны напомню то, что хорошо, качественно выполненный маникюр – это, конечно же, залог хорошей именно сцепки, да, материала с натуральным ногтем. С другой стороны, ну вот именно в моем случае, так как не появляются отслойки, покрытие отлично держится, и из-за этого очень часто я хожу с покрытием дольше, чем нужно. И это, конечно, не есть хорошо. В этот раз я решила нарастить себе ноготки при помощи гелевых типс, очень длинных. Первая коробочка, тут типсы формы квадрат, арочный квадрат, и мне визуально понравились типсы, и, конечно же, мне сразу захотелось сделать при помощи них наращивание. Тут вы видите то, что я немного поджала типс, и тут образовалась сразу же такая белесая полоса. Именно эти типсы в Nail Steamer после себя оставили такой вот, ну, как расплавленный пластик. Во второй коробочке тут форма стилет. Тут я также немного поджала типс, и также образовался вот этот, ну, белесая линия. Сами типсы, они действительно более арочные, вот если сравнивать с предыдущими, которые я делала наращивание. И тут между ноготком и типсой очень большой карман такой воздушный образуется. У данных типс очень хороший размерный ряд. Вот мне на большой пальчик это вот троечка. То есть, если у вас широкие ноготки, то есть там вот представляете, да, еще есть двойка, единица и нулевка. То есть, ну, на такие широкие ноготки тоже, я уверена, вы сможете подобрать по размеру себе типсы. Такие арочные типсы можно, конечно, закрепить на базу, но, на мой взгляд, намного комфортнее и быстрее будет сделать наращивание именно при помощи слайм-геля. Слайм-гель с легкостью заполнит вот эту вот пустоту, расстояние между типсом и натуральной ногтевой пластиной. Подобрав типсы на все 10 ногтей, я их подготавливаю сначала, обезжириваю, а затем прохожусь в контактной зоне праймером. Как вы видите, все 10 типс я абсолютно одинаково подготовила. И тут я решила использовать два слайм-геля. Один от AS Art Studio, другой от компании Bon Pretty.
Слайм-гель от компании AS Art Studio меня никогда не подводил. Даже первое мое наращивание при помощи этого материала прошло просто на ура. И каждое последующее наращивание отлично себя показало. На типсы прямо из баночки я набираю небольшое количество и пальчиком немного распределяю слайм-гель. До этого я использовала только один слайм-гель от AS Art Studio. И, конечно, мне хотелось его сравнить с каким-нибудь еще слайм-гелем. На тот момент я думала, ну какая разница, слайм-гель, он и в Китае слайм-гель. Поэтому, собственно, и заказала из с Поднебесной от компании Born Pretty. Born Pretty мне фирма нравится, у них довольно хорошие качественные материалы. Тут я обезжирила ногтевую пластину и наношу такой вот втирающий слой базы. Базу я использую Latex Base от компании AS Art Studio. То есть подготовка типс, подготовка ногтевых пластин на обеих руках была абсолютно идентичная. Мало того, типсы, они также по качеству абсолютно одинаковые, только единственное, чем они отличаются, так это по форме. То есть на правой руке я решила сделать стилет, на левой руке квадрат. То есть материалами, единственное отличие в материалах это слайм-гели, да, на правой руке от AS Art Studio, на левой руке от компании Born Pretty. Неоднократно говорила, что при помощи слайм-геля наращивание проходит просто на раз-два, потому что тут вот буквально приставили, поправили, посмотрели параллели и, собственно, все там. Слайм-гель никуда не течет, никуда не убегает, не затекает, то есть абсолютно спокойно можно приложить вот так вот сразу 5 типс, всех отцентровать как нужно и скопом сразу 5 ногтей полимеризовать. Само наращивание много времени не занимает, то есть этот процесс довольно быстрый. В этот раз я даже с внутренней стороны не стала убирать лишний материал, потому что поняла, что мне он абсолютно никак не мешает и не раздражает меня. Единственное, конечно, с такой длиной мне точно будет некомфортно, и я это понимала заранее, и, собственно, поэтому при помощи книпсеров опять-таки избавляюсь, удаляю а, лишнюю длину. И тут я заметила, что убрав длину с формы квадрат, вот эта арка, она разъехалась, расползлась, уже стала не такой арочной. Конечно, за счет плотности типса можно поджать его, но на поверхности вот этот образуется этот белесый след, который даже если перекрыть топом, все равно он остается. И таким образом получается, что прозрачный свободный край мы уже не получим. К тому же, поджав арку, у нас автоматически опускаются нижние параллели, а если мы их будем спиливать, то, соответственно, мы будем спиливать и арку. То есть изначально эти формы нужно было устанавливать немного так вот на взлет. На тот момент я подумала, ну ладно, красивого арочного квадрата не получится, ладно, какой получился, такой получился. Тут я спиливаю вот эту вот ступеньку, переход от типса к натуральному ногтю и немножко подпиливаю верхнюю часть типса для того, чтобы убрать вот этот глянец. И тут меня отвлекли домашние дела, нужно было развесить белье. И вот когда я вернулась, у меня ни на одном пальце просто не осталось вот этих самых типс. Они просто отскочили. Причем отскочили они как будто это верхние формы. То есть получается, что слайм-гель от компании Bon Pretty подходит для наращивания именно на верхние формы. То есть когда мы снимаем, да, уже потом вот форму. Для гелевых типс абсолютно не подходит. Тут на ваших экранах хорошо видно то, что слайм-гель остался на ногтевой пластине. На ощупь он вот, ну вот, словно резина на ногтях. Не знаю, как это будет на верхних формах. Может быть, после перекрытия топом все будет как-то совсем по-другому. Тем не менее. Тут показываю, как он спиливается. Точно так же стружкой. В общем, мало чем отличается по спиливанию от слайм-геля от компании AS Art Studio.
тем не менее, я безумно была рада, что у меня такой конфуз произошел не после того, как я уже сделала дизайн, полностью покрытие, и тут раз так и ногти решили пойти погулять. Следующим этапом я перекрываю типсы жесткой базой. Это Strong база от компании AS Art Studio. Делаю я это для того, чтобы последующие покрытия хорошо держались на типсах. В одном из видео меня попросили показать, как я закрепляю втирку. Для начала я наношу топ без липкого слоя. В данном случае я использую Flexi Top от компании Dance Legend by Юлия Белей. Беру втирку, которая мне нужна. Мне понадобится в этот раз зеркальная. И при помощи косметического спонжа втираю эту втирку. На этот топ она отлично втирается. То есть этот топ меня абсолютно никогда не подводил с втирками. Тут я решила усложнить задачу и сделать еще стемпинг прозрачным лаком для стемпинга. Это Sticky Stamping от компании Dance Legend. Я отпечатываю вензеля прозрачным лаком и жду 30 секунд и отпечатываю на этот лак фольгу. То есть этот лак с таким хорошим липким слоем. И вот для того, чтобы это все хорошо держалось, я следующим этапом перекрываю все жидкой базой. При этом я ничего пока что, никаким праймером, ничего не подпиливаю, торцы, просто перекрываю дизайн жидкой базой. И тут я использовала базу от компании Beauty Lux. Ну, давайте еще усложним задачу и перекроем этот ноготок еще одним слоем топа. Для этого я снова наношу тонкий слой флекси топа от компании Dance Legend. Втираю опять-таки зеркальную втирку и снова перекрываю тонким слоем жидкой базы. Мораль всей вот этой вот басни такова, что да, втирку мы втираем на топ, но потом нам нужно все это дело обязательно перекрыть слоем базы. При этом не обязательно, конечно, вот жидкую базу, любую базу, просто мне тут не нужен был объем сильный, поэтому я использовала жидкую базу от компании Beauty Lux. Но перед тем, как перекрывать весь дизайн финишным покрытием, я прохожусь по торцам пилочкой для того, чтобы убрать вот это вот все, что мы туда, я не знаю, наносили, потому что торец нам нужен абсолютно голенький. И вот теперь уже можно перекрывать ноготок топом. Конечно, кто-то использует праймер, можно, хуже от этого не будет, но я делаю вот так вот, и давайте посмотрим, как у меня это покрытие продержится. На левой руке покажу, как я закрепляю самодельные гелевые слайдеры, но для начала я нанесла витражный гель-лак от компании Beauty Lux, один слой. Черным лаком для стемпинга с пластины отпечатываю сеточку. И затем золотистым лаком для стемпинга отпечатываю на этот же ноготок животный принт. Этот дизайн впервые я делала в своих шортс-видео, и мне очень понравился. Тут я беру растекашку от компании Dance Legend by Юлия Белей, она такого белого цвета, и красным лаком, гель-лаком, ну, такие делаю мазки, которые в итоге расплывутся, и получается розочка. Зеленым гель-лаком добавляю кое-где листочки. Гель-лак этот пигментированный у меня от компании Beauty Lux. И вот теперь я просто достаю со своего альбомчика слайдеры, которые были заготовлены заранее. Мне нужны такие статуи. Их я и буду крепить на своих ноготках. Для закрепления гелевых слайдеров я возьму флекси-базу, она очень густая, и мне нужна такая, знаете, практически сухая кисточка. То есть я вот буквально промазываю поверхность ноготка этой кисточкой, и поверьте, этого будет вполне достаточно для того, чтобы закрепить слайдер.
Таким образом, на самом деле, я устанавливаю не только самодельные гелевые слайдеры, но и обычные слайдеры, и слайдеры на водной основе. Очень хорошо прижали, и, собственно, слайдер установлен. На этом этапе его можно подвинуть так, как вам нужно, ну, то есть установить именно на ту часть нарощенного ноготка, на которую вам нужно. После полимеризации тонкого слоя базы слайдер уже никак нельзя ни сдвинуть, ни убрать, то есть он очень надежно и хорошо закреплен на поверхности. Теперь можно перекрывать этот дизайн опять-таки сначала слоем базы. Я в данном случае снова использую жидкую базу от Beauty Lux, и затем уже перекрывать слоем топа. В этот раз решила использовать матовый топ от компании Beauty Lux из их серии Hema Free. Посмотрим, как он себя проявит, ну или не проявит. Вот такое вот у меня получилось наращивание, вот такие у меня получились дизайны. На правой руке мне формы стилет понравились больше, потому что мне практически ничего не пришлось пилить. На левой руке я пожалела, что стала делать наращивание на форме квадрат, потому что пилить в итоге пришлось очень много, и все равно форма не получилась такой, как на правой руке. Потому что правая рука, она, знаете, такая более изящно выглядит, ноготки более тонкими смотрятся, а на правой прям вот такие лопаты получались, поэтому в итоге решила ну вот, заузить форму. Через месяц посмотрим, как продержался пирог с втирками, а также как продержатся гелевые слайдеры. Хотя в слайдерах я абсолютно никак не сомневаюсь, уже делала, закрепляла таким образом, и все отлично держалось. А по поводу втирок, ну, будем смотреть. Им также можете следить за покрытием моих шортс-видео. Если у вас остались какие-либо вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях, я с удовольствием с вами пообщаюсь. А если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх, а я, как всегда, желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!